Итак, закончили мы первый ряд второй части. Закончили петлей ниткой среднего цвета, закрывали. Вяжем второй ряд. Второй ряд начинается с этой петли. И далее 3 петли светлого цвета. В начале ряда не пропускайте петли. Три петли темного цвета. Семь петель среднего цвета. Две петли светлого цвета. Две петли темного цвета. И одна петля среднего цвета. Смотрите, последние петли второй части, они будут центральные. Для чего это рассказываю? Чтобы вы могли ориентироваться. Вот после этой центральной 2 темных, и здесь должно быть 2 темных. Ну, дальше можете вот сравнить. 2 светлых, 2 светлых. Значит, мы эту петлю соединяем с темной. И протягиваем. Значит, это центральная петля. И теперь провязываем изнаночный ряд. И вяжем до конца ряда. Закончили мы второй ряд. И закончили петлей среднего цвета. Вяжем третий ряд. Вяжем еще одну петлю такого же цвета, среднего. Затем вяжем 2 светлых. Теперь вяжем темным цветом 7 петель.
3 среднего цвета. Три светлого цвета. Одну петлю темную. И одну петлю среднего цвета. Так, и смотрим. Одна темная, 3 светлых. Вот, одна темная, 3 светлых. Значит, вот в эту петлю мы должны соединить. И эту петлю протягиваем. И закрываем ряд до конца. Закончили 3-й ряд. Закончили средним цветом. 4-й ряд начинаем ниткой темного цвета. А эту петлю затягиваем. И вяжем средним цветом одну петлю. Затем поднимаем светлый и вяжем 5 петель. Так, проверьте изнанку. Если что, подтяните, но не сильно. Теперь вяжем темным цветом 4 петли. Берем средний цвет и провязываем 5 петель. Поднимаем светлую, провязываем 1 петлю. Берем темную и провязываем 2 петли. Вот мы попадаем сюда, в средний цвет. И у нас должно быть 3 темных вместе. Вот темные. То есть вот это центральное, сбоку темное и здесь темное, светлое, светлое. И можно посчитать 5 среднего цвета. 1, 2, 3, 4, 5.
Значит, вот сюда мы заходим. Так, здесь мы заходим. Вот здесь петля перехода, мы ее не трогаем. Я, по крайней мере, не трогаю. Я захожу вниз. И беру еще одну петлю. И протягиваем. Так, дальше у меня светлое идет. Светлым. Затем среднего цвета. Закрываем средним. Так, закончили мы 4-й ряд. Что я вам хочу сказать? Если ориентироваться вот на эти центральные петли, то у нас вторая часть – это зеркальное отражение первой части. Вяжем 5-й ряд. 5-й ряд начинается. 3 петли среднего цвета. Три петли светлого цвета. Семь петель темного цвета. Две петли среднего цвета. Две петли светлого. И одна петля темного цвета. Две светлых, две светлых. Центральная. И закрываем до конца ряда. Закончила я 5-й ряд и вяжем 6-й. 6-й начинается тоже темным цветом. Вот, смотрите, 3 петли среднего, 3 темного. Вот, 6-й ряд начинается с темного цвета. Причем мы должны провязать еще одну петлю такую же. Затем берем средний цвет, провязываем 2 петли.
светлым провязываем 7 петель. Темным цветом провязываем 3 петли. Средним цветом 3 петли. Одну провязываем светлым, и одну темным. Так, контролируем себя. Светлые 3 средних, светлые 3 средних. Вот. И закрываем ряд. Закончили 6-й ряд. И переходим к 7-му. 7-й должен начинаться с петли светлого цвета. Значит, темный мы затягиваем. Далее 1 темная. Пять петель среднего цвета. Четыре петли светлого цвета. Пять петель темного цвета. Одна петля среднего цвета. И 2 петли светлого цвета. Проверяем. Это у нас новая петля центральная. От нее 1 светлая и 1 средняя. И ее протягиваем.
И закрываем ряд. Закончила я 7-й ряд светлым. И 8-й ряд начинается с этого же цвета. Берем темную и провязываем 3 петли темного цвета. Затем берем средний цвет, тоже 3 петли. Светлым 7 петель. Темным цветом 2 петли. Средним цветом 2 петли. Светлым цветом 1 петлю.2 среднего цвета, 2 среднего, центральные. И эту же петлю протягиваем. И закрываем до конца ряда. Закончила я 8-й ряд светлым цветом. И этим же цветом нужно провязать еще 1 петлю. Вяжем 9-й ряд. Затем темным 2 петли. Поднимаем средний цвет, вяжем 7 петель. Светлым цветом 3 петли. Темным цветом 3 петли. Средним цветом 1 петля. И светлым цветом тоже 1 петля.
Вот, 3 среднего цвета, 3 темного, 3 светлого. И соединяем последний ряд. Я покажу, как я соединяю, а вы уже там решаете, так или нет. Эту петлю я развязываю. Захожу в петлю изнаночного ряда и вот в этот столбик. И протягиваю. И протягиваю через эту. Все, а это затягивается с той стороны, которая была. И опять закрываем. И так вяжем до конца ряда. Вот, в принципе, весь узор. Дальше вы опять вяжете с первого ряда. То есть, как я уже говорила, вы провязываете первую часть на ту длину, которая вам необходима. Потом вяжете вторую часть. Ну, дальше там вы опять набираете петли. Опять вяжете первую часть. Потом набираете вторую и так вяжете. Можно, конечно, было бы сразу провязать весь раппорт, но я не стала. Что-то уж мне не захотелось. Я решила его разбить на 2 части. Образец сохраняйте до конца вязания. До тех пор, пока вы не закончите свое изделие. После того, как вы убрали дополнительную нить, можете взвесить ваш образец. Вот, образец 5 грамм. Значит, теперь вы можете сделать расчет на ваше изделие. Вот, я связала уже всю подушку. Сейчас вам расскажу, сколько чего я вязала. Значит, вверх. Так, это у меня вторая часть, вот это первая. Вот первая часть. Я вязала вверх 6 раппортов. Вверх. Естественно, вторая часть. Тоже 6 раппортов. Провязала я 12 раппортов. Вот. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Вот он, 12. То есть я начинала вот с первой части, дальше вязала и вот закончила второй частью. Можно было бы соединять в процессе вязания вторую часть с первой. Я пробовала по-разному. Соединение некрасивое. Может быть, кто-то сможет, но мне не понравилось. Значит, берем иголку с тупым концом. Нитку я взяла среднего цвета. Вы можете любой цвет взять. Переходим к самому началу, где мы набирали на дополнительную нитку.
Вот ее можно отрезать. Петли не распустятся. Это у нас первая часть. Вот мы набирали 19 петель и вязали отсюда в эту сторону. Берем вторую часть. Вторая часть, вот она. Значит, берем за дальнюю полупетлю и сюда за дальнюю. Затем заходим в синюю петлю. Вот эту мы пропускаем. Это у нас была петля изнаночного ряда, когда мы делали переход от одного цвета к другому. Значит, мы заходим за дальнюю полупетлю темного цвета и возвращаемся в первую петлю на другой стороне. Эту петлю я оставляю, чтобы видеть мне, откуда нитка вышла. Теперь заходим в следующую петлю на другой стороне и заводим иглу в ту же петлю. Вот у нас петля, видно, куда заходить. Старайтесь в нитку не попадать. И теперь петлю оставляем на другой стороне, чтобы видно было. Теперь заходим в следующую петлю и в ту, откуда нитка вышла. Вот у нас петля. И эту петлю затягиваем. Все, теперь все хвосты можно подтянуть. Вытаскиваем нитку. Петлю оставляем. Заходим. Вот здесь у нас нитка вышла. А заходим в следующую петлю. И в ту, откуда нитка вышла. Вот. Теперь эту затягиваем. Оставляем петлю. Заходим в следующую. И в ту петлю, откуда вышла. Теперь затягиваем. И теперь смотрим на лицевой стороне. Вот здесь у нас 3 среднего цвета. Затем идет темный по краям, средний цвет, 3 светлых. Дальше у нас идет темный в центре, по краям от него 2 средних и 2 светлых. Вот, и так сшиваем дальше. Значит, вот здесь мы с вами остановились, когда сшивали бок, и я вам говорила нитки оставить. Берем тот же самый крючок того же размера, что вязали полотно, или того же номера, но обычный крючок. И будем обвязывать. Так, я буду обвязывать простым крючком. Кстати, вот этот образец вам нужен еще для чего? Чтобы считать количество тунисских столбиков по краю. Здесь или здесь. Чтобы у вас не было ошибки. Так, обвязка делается как обычно.
соединительными столбиками или петлями. И, как обычно, жаккард обвязывается. Так, это у нас последняя петля. И мы должны сделать еще петлю подъема. Следующая такого же цвета. Заходим, но закрываем, провязываем нитью другого цвета. Заходим в последний столбик. Следующий у нас идет среднего цвета. Ну, у меня бирюза. И закрываем этим цветом. Доходим до последнего. Следующий у нас идет светлым цветом. Значит, светлым цветом будем закрывать. Для чего обвязываем? Чтобы вот за эти петли мы могли сшить подушку, если кто подушку вяжет. И так обвязываем по всему кругу. Когда я до конца дойду, я вам расскажу, как закрыть ряд. Заканчиваю я обвязку. Проверяем. Здесь должно быть два светлых. Вот один есть светлый, вот поднимаем второй. Затем пойдет среднего цвета у меня бирюзовый. Значит, мы должны закрыть этим цветом. Так. И вот здесь должен быть среднего цвета, то есть бирюзового. Вот эта нитка, это мы сшивали. А сам столбик вот он. Значит, мы должны его провязать. Причем провязать другим цветом, светлым. Провязали. И затем нам нужно соединить. Вот эту нитку отрежем. Вот эти нитки отрежем. Но нужно оставить бирюзовый цвет или средний цвет, который будем сшивать. И теперь мы должны закрыть ряд. Эту нитку вытягиваем. Заходим за эту петлю. И протягиваем. Теперь заходим в петлю, откуда у нас светлая вышла. И протягиваем.
И у нас от центра 2 светлых. И здесь 2 светлых. Значит, мы все сделали правильно. Теперь закрепляем. Так, теперь будем сшивать. Я расскажу, на что обратить внимание. Значит, сшивать петля в петлю одного цвета не рекомендую. Теперь смотрим. С этой стороны, которая на нас смотрит, вот столбик, а изнаночная петля смотрит в правую сторону. Теперь поворачиваемся и сравниваем. Вот этот же последний столбик, у него изнаночная петля смотрит в левую сторону. Поэтому будет сдвиг. Для этого берем булавку. Должен быть сдвиг на 1 петлю. Вот так приложите. То есть сам столбик должен быть над столбиком. И получается, что петля у нас бирюзового цвета или среднего. А здесь темного цвета. Вот. То есть сдвиг на 1 петлю. И тогда узор у нас совпадет. А то, что шов не совпадает, петли не совпадут по цвету, ничего страшного. Вам главное, чтобы совпал узор. Отметили, затем выворачиваете и начинаете сшивать, беря именно вот эти 2 петли. И дальше уже. Кто сможет, поближе возьмите. Но лучше как сделать? Оставить хвост. Можно другую нитку, кусок взять. Можно эту оставить, потом дошить. И начинаете сшивать в левую сторону. Хвост оставили. И этим хвостом дошьете эту часть. Значит, дошиваем иголкой с ниткой до конца. И оставляем кусок нитки. Затем распускаем, выворачиваем на лицо, стираем, растягиваем. Все получилось. И этим куском по лицевой стороне кусочек соединяем.